Иногда он уходит, молча, не оборачиваясь, и ты остаешься одна. Со всеми своими вопросами без единого ответа. Что это было? Почему именно так? Почему ты? Но он-то не забыл. Он помнит, просто не сказал тебе главного. Слишком боялся. Слишком запутался или слишком любил. Сегодня карты Таро раскроют то, что он не решился сказать тебе тогда. И ты узнаешь, почему он до сих пор не возвращается, хотя все внутри него тянется к тебе. Если ты почувствуешь, что этот расклад про тебя, значит, ты попала на свое онлайн-гадание. И сейчас начнется то, чего ты так долго ждала. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я приглашаю вас сделать общий расклад Таро на отношения. По традиции начнем с того, что посмотрим, как карты Таро видят вашу ситуацию. Или кто пришел на расклад. Здесь тройка кубков. Это ситуация, скорее всего, с классическим треугольником. Смотрите, есть ли у вас треугольник или нету. Но, тем не менее, это либо треугольник, либо в ваших отношениях просто было все так классно, что аж не верилось, что так может быть классно. Да? Жизнь у вас прям кружилась. Да? Вот вы кружились, или вы кружились в треугольнике изначально. Да? Колесница, здесь мужчина обещал много, был амбициозен. И, может быть, очень много ездил как бы туда-сюда, или собирался приехать, собирался переехать, да, то есть это колесница обычно, она об намерении ехать, но еще не ехать. Но учитывая то, что здесь движение есть в этой карте, тройка кубков это всегда кружится, то у меня такое ощущение, что ваши отношения, они кружились друг вокруг друга, да, или вы очень много двигались по кругу в этих отношениях. Может быть, переезжали, может быть, друг к другу ездили часто, встречались. Смотрите, здесь король пентаклей, здесь в центре мужчина, прямо телец и, может быть, муж. Тогда будет треугольник, да. А может быть, просто мужчина, ваш муж, может быть, мужчина, который действительно дорог. Король пентаклей один из самых ценных королей вообще в колоде Таро, поэтому в центре мужчина, который стоит вашего внимания. Дорог вам, достаточно ресурсный, телец, дева, козерог, или просто обеспеченный, не бедный, да, или такой надежный, да. На правой руке у него даже какая-то татуировка и, там может быть какая-то птица, да. Татуировка в виде птицы, может быть. Хорошо. Давайте еще посмотрим. Так. Здесь смотрите, здесь четверка кубков. Здесь такое немножечко было пресыщение. Здесь вообще на карте женщина очень много внимания отдает мужчине. Может, кто-то переборщил с вниманием, да? Кто-то много внимания давал, а кто-то этого внимания не замечал. Да, такое часто, кстати, в отношениях бывает, не правда ли, да? Кто-то постоянно берет, а кто-то постоянно дает. И шестерка жезлов. Такое, тут женщина, у меня такое ощущение, хочет оседлать мужчину, а мужчина-победитель здесь, может быть, он не замечает, что женщина его седлает, да? Здесь больше о мужчине, который все-таки вывозит, выносит, выдерживает, потому что телец, это, видите, он тут он как бы такой кентавр, да. Непонятно даже, он то ли кентавр, то ли как он там, не помню, сейчас не скажу. А здесь он просто вот такой ослик вроде бы, не ослик, да, вот такой выносливый мужчина здесь. Лидерские качества у него есть.
качество победителя, качество сильного человека. А женщина все-таки здесь, она хочет быть слабой, она стремится быть слабой. Вот, и хочет, как бы, у меня такое ощущение, что если женщина стремится здесь в отношениях к естественному, какому-то своему положению. То есть, какое оно может быть? Это естественное положение женщины, оно естественно для вас, как вы считаете правильным, да? Не по какому-то шаблону, а по вашему внутреннему ощущению. Окей. Давайте немножко теперь посмотрим, что он чувствовал в тот момент, когда решил отдалиться от тебя. Он чувствовал, что вот вы достигли максимума, и здесь больше, пока он не понимает как. То есть, чтобы большего достичь, да, вот когда он решил отдалиться, он понял, что это нужно завершать, потому что больше он не знает куда, он не понимает куда. И даже не то, что не понимает, а дальше у него какое-то противоречие идет, да. То есть, давай так скажем, когда он решил отдалиться, он понял, что как бы вы не можете быть ближе, вот так вот. Но в этом вы не можете ближе, ему комфортно. И вам, возможно, было бы и комфортно на каком-то этапе. Вот так. Хорошо, а давай тогда посмотрим, что же им двигало. Да, вот он решил отдалиться. Какой глубинный мотив он проживал этот? Страх, боль, растерянность, недоумение. Хорошо. Что им мотивировало, да? Мотивация. Тут, видишь, всадник мечей — это рыцарь мечей. Смотри, здесь вот он двигается, и здесь он двигается. Посмотри, с чем он мотивировался. Страх потерять свободу. Страх потерять свободу идет пока что. Окей. А винит ли он себя за это или нет? Винит ли он себя за это? Пока нет, я не вижу. Не винит. Болит ли у него внутри? Давай спросим. Периодически болит. И его тянет к тебе. То есть вот так. И иногда ему страшно. То есть иногда страшно, что он тебя потеряет. Окей. Хорошо, вот такие вот моменты проскочили. Давай тогда спросим, почему он до сих пор не вернулся? Почему он до сих пор не вернулся? Смотри, здесь умеренность — это светлая умеренность. Тут по 2 аркана старших. И он, во-первых, это болото, он как бы подзастрял в этом состоянии. Но ему это болото устраивает. То есть он где-то... У него внутренняя душевная идет трансформация. То есть он пытается понять, для него хорошо или плохо. То есть он как бы наблюдает за ситуацией. Это алхимия, с одной стороны, да, и здесь вот такое идет как бы процесс перехода из одного состояния в другое. Вот почему он не вернулся, трансформация еще не закончена. Вот так вот. Хорошо, не закончена. Старший аркан есть. Окей. Тогда давай спросим, вот почему незаконченная трансформация? Может, есть какая-то блокировка, там какие-то обстоятельства есть, может, внутренний конфликт, и так далее. Но здесь переживания на уровне души идут. Если только здесь не действует какая-то женщина со стороны, потому что Луна и умеренность — это очень много водных или
энергетических женских влияний. Давай посмотрим, проверим, спросим. По сути, у него внутренняя трансформация на уровне души. Причина женщина. Давай спросим, это магия или нет? Это магия или нет? О, карта осталась на столе. Ну, тут прям страшный суд. Это может быть магия. Давай дальше исследовать. Смотри, старшие арканы и все трое идут. Здесь вот прям продолжает колесо фортуны. Давай, это в судьбе какие-то идут неминуемые изменения. Чем они вызваны? Давай спросим. Почему судьба дает тебе эти изменения? Чем они вызваны? Ну, здесь черный маг. Это может быть и магия. Но может быть мужская трансформация все-таки. Давайте так. Если вы смотрите и подозреваете, что на него кто-то магичит, мы здесь не делаем диагностику негатива. Это на других раскладах. Кстати, если нужна диагностика негатива, то напишите в комментарии, мы скоро проведем ее. Смотрите, если вы подозреваете магию, то она, скорее всего, здесь есть. И если у вас было прям все очень круто, классно, и вы знаете, что есть соперница, и потом резко все поменялось, трансформация, страшный суд, со света на ночь, да, на луну. Умеренность тоже не самая светлая карта. И здесь темный маг все равно, да, то есть как будто бы украли сердце, тогда это может быть крадник, да, то есть мужчину крадут, уводят, да, вот забирают. Но это его тогда импульс был, то есть как бы по его инициативе он ушел от вас, но он ушел как бы в какое-то болото, а потом его из этого болота будут вытаскивать, да, то есть вытягивать. То есть главная задача тогда была отсоединить его от вас, чтобы он был отдельно от вас, да. Ну, а если это не магия, да, и вы смотрите просто вот, ну, это внутренняя трансформация, то есть его внутренний мир, и он трансформируется на уровне мужчины, да, вот тогда взрослеет, да, как бы переход. Да, разбитое сердце и у него, и у вас. То с точки зрения магии это может быть приворот, классический крадник. Ну а вот если убираем магию и просто вот у вас какая-то пауза, да, то тут просто болит сердце и ваше, и его. Но тут уже большой вопрос, каким он и вы выйдете из этой трансформации. Потому что, ну, он проходит трансформацию, да, но и вы же тоже проходите трансформацию. Понимаете? Ну, окей. Давайте теперь тогда посмотрим, вот, что он скрывает от вас до сих пор. Что он от вас до сих пор скрывает? Принцесса мечей, ну это такое, знаешь, как королева мечей все-таки больше, да, но она как здесь, как рыцарь, да. Ой, все-таки я больше хочу так вот интерпретировать ее как карту саму, да, как изображение, не как аркан, да, не как принцессу мечей, а как то, что тут нарисовано. Он скрывает, ну, то, что как будто бы это ты его выпустила, выбросила. Ну, почему-то он считает, что ты ему не нужна. Почему мне это приходит здесь? Я не знаю, у меня какой-то... Ну, нет, чтобы ты его съела, да, так ты же его взяла из клетки и вот выпускаешь птицу из клетки, хотя это же кошка, да, по сути. Но по сути он скрывает от тебя, что, возможно, он считает, что ты ему не нужна, и он не может тебе это сказать по каким-то своим причинам. Ну давай еще вот, давай еще посмотрим. Вот самое главное, что может он. Ну, если ты считаешь, что это причина, не причина, давай еще посмотрим. Самое главное, что он сможет скрывать. Но он может скрывать, что он тебя любит. Кстати, двойка кубков. Тогда вы тут две родственные души. Окей. Что еще скрывает? Давай.
Ну, ему с тобой классно, ему с тобой легко. Но он за тебя и не цепляется. Шут — это просто легкость без права обладания, да, то есть, ну, мне классно и все, и хорошо. Ну, давай, что еще скрывать? Ну, здесь ворон, здесь знаки какие-то. То есть этот человек еще, я так скажу тебе, он склонен к каким-то магиям, мистикам, знакам. И, кстати, над ним маг выпадает. То есть, может, он какие-то знаки замечает, и он не говорит тебе: о, ты что-то делаешь, да, он это замечает, и он себе что-то в своей голове фиксирует, но не идет на открытый диалог. То есть, он скрывает то, что он тебя не до конца понимает, и видит в этом такие какие-то знаки судьбы. То есть он очень склонен к вот этим вот мистикам, магиям, эзотерикам, да, но в глубине себя, внутри себя он этого не показывает, чтобы, может быть, там его не считали каким-то там, ну, не от мира сего, может быть, да. Ну, 4 мечей. Ну, тут такое больше о спокойствии с тобой. О спокойствии, когда тишина. Когда вы молчите, ему с вами классно. Но когда вы начинаете говорить, может быть, что-то происходит, да. Может, вы на разных языках общаетесь, или не понимаете друг друга, или стиль какой-то другой, да. То есть здесь есть некие противоречия. Ну и это покой, может быть, он боится признать, что ему в покое может быть и хорошо с тобой, но и без тебя тоже, да, потому что в центре дурак тут по-разному может быть, да, если он не может определиться до конца. Но больше у меня такое, что он все-таки скрывает свою какую-то ненужность от тебя, непонимание и какие-то знаки, которым он склонен верить, но не склонен ни с кем обсуждать. Интересно, кстати. Поставьте на паузу, да, и подумайте. Если у вас так, то напишите, как это проявляется. Хорошо. А что между вами осталось на уровне души? Недоделанная работа. Недоделанная работа. Это больше о карме. 9 кубков — это кайф, вы еще не накайфовались вместе, и самые лучшие дни на уровне души между вами есть, то есть это звезда, то есть, но с одной стороны вы не накайфовались, у вас, вот я скажу так, у вас были очень классные красивые моменты, но они еще могут быть в перспективе, не реализованы эти моменты. Так, эту карту я вот сюда положу так, чтобы ее не ругал мне ютубчик. Не ругал, сейчас, секундочку. Вот так вот. Здесь аркан смерть. 13-й аркан. Сейчас на уровне души как бы не разъединены ваши души. Вот, они вместе еще. Ну, может, родственные души, да? И солнце. То есть очень много светлого осталось между вами, и как будто бы эти души, они стремятся быть вместе. Это, ну, недопрожитые кармические отношения. То есть вы не доделали еще много красивого, яркого, ну, благодаря, может быть, вот этой темной карте, да, аркану смерть, на которой вас пока разъединяет, да, или периодически разъединяет. Хорошо. Ну, где-то есть боль между вами, да, по этой карте, и где-то может быть... Давайте еще, да, одну все-таки карту. Сила, страсть. Страсть вашей души, энергия. Энергия страсти, энергия сексуальных энергий, да, слияние сексуальной энергии, солнце и сила. Видишь, это две светлых карты падают. Поэтому, ну, давай так скажем, между вами на уровне души было много светлого, яркого. Будет, возможно, будет, ну, великая вероятность. И, ну, давай, щепотка боли.
щепотка боли, разъединений, страдания, да, вот такое идет. Хорошо. А вот что его цепляет в тебе до сих пор, даже если он отрицает это? Как любит тебя до сих пор, видишь? Цепляет. Что цепляет? Он сам может не понимать. Он это скрывает точно, 100%, что он тебя любит. Вот так вот. Он тебя любит, это его цепляет, и он это тщательно скрывает. Шляпа. Видишь, он закрывает. Ты, в принципе, может быть, даже до конца в это не веришь, по этой карте. Видишь, ты отворачиваешься как будто бы. Но ты это чувствуешь, скорее всего. И, может быть, где-то ты подсознательно от этой любви бежишь. Или уходишь, или сторонишься, или обесцениваешь его, да, вот я говорил, что ему как бы не хватает чего-то, да, значимости какой-то. Может быть, ты не ценишь. Ну, давай посмотрим, как цепляет его твоя энергия, если он тебя так любит, но тщательно скрывает. Энергии, но на уровне энергии вы друг друга не понимаете, и ты не понимаешь его энергию, он не понимает твою энергию. Вам как бы энергетическое соответствие бы настроить. Семерка мечей — это, ну, обман, фальшь, ложь, искушение и, ну, явно ложь, да, то есть энергии у вас ложнятся, да, или ложают, или разнятся, да. Ну, по сути, как бы ты его цепляешь, по сути, не разумом, а чем-то другим тогда. Ну, давай смотреть дальше, чем. Ну, здесь всадница Пентаклей, это, ну, всадник, да, это рыцарь Пентаклей. Ну, как бы ты человек стабильный, надежный и с тобой спокойно. Окей, хорошо, спокойно. Давай в моменте, чем ты его цепляешь. А он не может реально тебя отпустить. Ты его в моменте цепляешь именно энергией, двойкой жезлов. То есть он где-то, какой бы он хитрый не был, ты все равно делаешь вид, что ты его понимаешь. И, ну, как бы ты спокойно. Какую бы он маску ни одевал, ты его принимаешь таким, какой он есть. Да, он может не чувствовать, что ему этого хватает, но он чего-то большего хочет. Но все равно это его останавливает. Тут такая карта стоять, и эта карта стоять на месте, да. Ну давай. Ну какой момент ему не дает покоя? Да, цепляет. До момента разрыва с тобой он не дает ему покоя. Он не может до сих пор забыть тот момент, когда вы разорвали отношения. Ну окей, то есть он к тебе очень сильно привязан на уровне любви, и где-то материнские аспекты твои, вот здесь, они не дают ему от тебя оторваться, да. То есть, похожа ли ты на ту женщину, к которой он стремится? Вот в отношениях всегда женщина подсознательно стремится к образу отца, а мужчина к образу матери. Похожа ли ты на его идеальную женщину? Да. Здесь очень много в тебе его идеала. Поэтому он не может. А любовь это еще и укрепляет. Да, вот как поток энергии. И он больше не на уровне слов, а на уровне именно, ну, видишь, слов-то вам и не хватает, Ворон, да, вы на разных языках говорите. А вот на уровне материального, на уровне сформированных поступков. Вот слова это одно, а действие это совершенно другое. И вот твои действия, они его останавливают, не дают ему идти, а вот слова разрушают. Почему так? Не знаю. Ну, может быть, тут и магия какая-то, да. Может, твои слова его разрушают. Окей. Хорошо. Ну, вот интересно бы было бы посмотреть, да, чего он боится больше всего. Но в случае возвращения. Вот если... Чего он боится, если вернется? Вот так. Ну, он боится быть ответственным
и боится не быть, не контролировать все. То есть у него-то он такой человек, видишь, тут телец, а здесь телец Овен, да, император. Ну, что могу сказать? Он боится потерять власть и боится, может быть обесцененным. Почему так? Не знаю. Боится не обладать властью и боится, чтобы, может быть, не исполнялось то, что он хочет. Больше это о власти и состоятельности. Ну, все-таки коронованный император. Это, кстати, светлый император здесь. По сути, он боится не обладать властью над тобой. Хорошо. Давай посмотрим, а что там с иллюзиями его, да? Боится ли он разрушения его иллюзий? Нет, он боится именно мужского чего-то. То есть, не будет ли он обесцененный и не будет ли он выглядеть как не мужчина. То есть, здесь не о иллюзиях. Ну, давай, может быть, давай, чего он боится? Боится ли он ответственности? Вот по этой карте. Нет, он не боится ответственности. Он боится быть обесцененным. То есть боится выглядеть не как император. Или не как хозяин ситуации. Или не как сильный человек. Поэтому для него важна очень вот сила. Материальная, мужская. Та самая, да. Ну и возможно, как вот поступил ли он как мужчина, да, вот это тоже для него важно. То есть больше его эго здесь, да, на первом месте. Хорошо. Давай спросим вот судьбу. Будет ли встреча, да, вернется ли он, вернется и зачем, да, вот так. Что говорит? Десятка пентаклей говорит о том, что встреча еще может быть. То есть история ваша как бы, она не завершена по десятке пентаклей. То есть to be continue. Давай хорошо. То есть и оно затягивается. Это долгая история. То есть да, оно может быть где-то стоит на грани остановки, но перспектива есть. Да, то есть вы, может быть, за шаг всего до этого события, но нужно подождать, да, вот как-то так почему-то. Хорошо, давай так спросим. Какое послание вам дают карты на перспективу по этим отношениям? То есть, как бы судьба говорит, не торопись разрывать отношения, нужно запасаться терпением, да, с этим человеком. Всадник кубков. Здесь все на чувствах. Смотри, вот какое послание. Человек тебя любит. Здесь нужно слышать симфонию души. Симфонию души своей и симфонию души его. Если слышишь ты симфонию души, разрывать сие отношения ты не спеши. Ты сейчас погоди. Все впереди. У тебя, у него. И у вас двоих. Ну, вот так вот идет хорошо. То есть послание. Не торопись разрывать отношения. Эти отношения должны развиваться медленно. И вы должны научиться слышать и понимать друг друга. У вас на уровне понимания и слышания идет фальшь и ложь. Возможно, это негативная энергия в виде магии. Возможно, вы просто, вам нужен, например, психолог как вариант, да, тут банальщина. Окей, давай тогда посмотрим, какой поворот может повлиять на ваши отношения. Опять 13-й аркан, и он уже у вас есть. Тут две, как бы, знаешь, как есть двум смертям не бывать, да. А какой поворот? Роковой поворот. Это рок, смерть, да? Хорошо. А что за роковой поворот? Давай. Какой роковой поворот? Что нужно? От чего нужно отказываться? Давай спросим, от чего нужно отказываться и от чего отказываться не нужно. Что нужно отпустить, чтобы эти отношения продолжались? Королева мечей.
Но все равно это коммуникация, понимание. Вам нужно научиться понимать друг друга. Если вы друг друга понимать не будете, то может вам действительно надо ничего не понимать. Ну, по этой карте. Хорошо. Что нужно отпустить? Нужно отпустить королеву мечей. Это женщина, которая все понимает или ничего не понимает. Тут уже смотрите по своей ситуации. Ну и, возможно, это женщина, которая была когда-то в его отношениях или есть до сих пор. Королева мечей обычно это близнецы, весы и водолей. Хорошо, от чего отказываться не нужно? Но я бы так сказал, нужно отпустить состояние покоя, а может быть где-то нужно побеспокоиться все-таки. От чего отказываться не нужно? От императора вам отказываться не нужно. Вот он с контрабасом. Это вот больше хозяин души, поэтому где-то, ну, смотрите, здесь хозяин материального мира, да, император, а здесь хозяин души. Поэтому вот вам от этого мужчины пока карты говорят, не отказывайся. Вот тебе и послание. Хорошо. Ну вот смотри, если тебе от него отказываться не надо, то какое может быть здесь новое начало? С чего может все начаться? Туз мечей, с действия. Ну, вам нужно научиться, все равно нужно учиться общаться. Туз мечей. У вас переговоры, ну, вот как бы общение, это и ключевой момент. Нужно действие. То есть действие рождает следствие, причина рождает следствие. Какое действие вам нужно? Что вам нужно делать? Тройка пентаклей. Ну, здесь пытаться работать с собой, работать с ним и работать вместе. Да? То есть совместное действие и совместное материально-духовное развитие. Материально-духовное развитие. Что это за материально-духовное развитие? Ну, шестерка мечей — это пребывание, движение, поездки, переезды. Может быть, где-то подталкивание мужчину к какой-то ответственности, может быть, где-то помощь, где-то брать ответственность и на себя. Но это активное движение в стремлении к переменам, да, вот так. Хорошо. Здесь вот вопрос, любит ли он вас, есть. Что вам нужно сделать? И перспектива у вас есть. Что вам нужно сделать в первую очередь? С чего начнутся перемены в этих отношениях? Король жезлов. Дать мужчине инициативу, но преподнести ее так, чтобы он почувствовал, что он это может, что он здесь значит много, и что только от него зависит успех и его, и женщины. И постараться скрыть эмоции и постараться, может быть, где-то донести до него так, чтобы мужчина не боялся эту эмоцию открыть, показать, да, или не боялся своей эмоции. Но и свою эмоцию, может быть, не бояться сильно показывать, хотя здесь Луна, она как бы подсвечивает, да, и дьявол, да, здесь дьявол светлый. Где-то, знаешь, что тебе нужно в первую очередь сделать? Зажечь мужчину. Это огонь, и здесь король жезлов огонь. Зажечь мужчину эмоционально. Ну и всадница жезлов — это еще один стрелец. Дьявол, да, то есть молодой дьявол и постарше дьявол. И король жезлов. 3 огня выпадает. Тебе нужно 3 свечи, 3 огня и 3 импульса. Импульс мужской, то есть значимость мужчины, то есть поднять ему значимость, свою страсть приподнять и где-то щепотку сексуальной энергии привнести, то есть подтолкнуть мужчину к новой цели, где ваша совместная цель и ваша совместная цель научиться друг друга понимать, может быть, без обманов, да, или говорить напрямую.
То есть нужно поддуть немножко в огонь, да, смотри, воздух, огонь, огонь, огонь. То есть нужно плавно разжигать этот огонь 3 свечами, да. И первая свеча это мужская значимость, вторая это женская, дьявольская в хорошем смысле слова энергия. Если вы чувствуете, что есть магия, то убирать эту магию, ну, чужую магию убирать, свою увеличивать магию. И показать общую цель, общее стремление. То есть найти эту общую цель, общее стремление и где-то мотивировать мужчину проявлениями всех теплых энергий, в том числе и сексуальных. Ну, вот такие вот советы от карт, которые вы сегодня могли бы для себя получить. И иногда он уходит, но душа-то его никуда не уходит. Связь остается, а мысли возвращаются. И боль всегда говорит сильнее любых фраз и слов. Но если ты почувствовала это своей кожей, и если сердце отозвалось, значит ты услышала правду. А теперь доверься судьбе, она приведет тебя именно туда, где будет не больно, где будет по-настоящему с любовью и с ощущением счастья. Если ты чувствуешь, что это правда, значит этот расклад именно для тебя. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи и до зустрічі. Побачимось. Па-па.